привет, мои дорогие! Рада, что вы смотрите сейчас это видео. Сегодня не думала ничего снимать, но меня попросила моя подруга приготовить ей всеми известные, возможно, вы помните, творожные шарики, пончики, как они, может, у вас назывались с детства. Это очень вкусный рецепт, но он не очень полезный. Ей как раз у нее есть ограничения по сахару, по муке, и поэтому я сегодня хочу поделиться с вами. Я буду адаптировать, пробовать этот рецепт именно под такие потребности и делиться с вами, что у меня получится. Раньше я не готовила такими ингредиентами, поэтому будем вместе с вами пробовать. Нам понадобится сыр, творог. Творог это 5%, где-то здесь 650 грамм где-то творога. Я его протерла не через сито, я так сильно не заморачивалась. Сначала вилочкой, оно не сильно получалось. Протерла толтушкой. Здесь у меня 7 яиц с белками, желтки и белки. 7 яиц. Нам понадобится еще ванилин. Вместо сахара я 2 чайные ложки вот такого сахарозаменителя. Можете пробовать, у вас какие-то другие есть. Это натуральный стевия. И вот такое вместо муки буду использовать, это тоже мука, только она полба, может, вам будет более знакомо такое название. Тут написано зиспельты. Но это полба. И все, больше нам ничего не надо. Собьем чуть-чуть яйца. Собьем венчиком. Обжаривать мы будем на растительном масле, обычном растительном масле. Потому что по жирам нет ограничений. Объединяем все ингредиенты. Выливаем яйца, добавляем ванилин, затем нам еще понадобится сода гашеная, здесь где-то 2 порции, значит мы вот таких 2 чайные ложки. Гасить будем лимонным соком, можете уксусом, можете. У меня такой концентрированный, можно просто лимон. Отправляем. И чайную ложку соли. Два стакана муки. Сейчас это обычные муки, обычно так идет на рецепт. Сейчас я буду пробовать, сколько у нас получится. Именно такой муки. Возьму ложку, размешаю это все. Я уже разогреваю масло. Берите посуду, в которой удобно, чтобы расход масла не сильно большой был. Нам надо обжаривать во фритюре, чтобы поменьше объем дна был. У меня такая, другой не нашлось. Я думаю, это подходит, я уже не раз жарила. И ждем, чтобы разогрелось хорошо масло. Затем подготовим емкость с водой. Ее кусочки. Чуть меньше грецкого ореха, я не знаю, с чем сравнить, с сливой, что ли. И опускаем в горящее масло. Смачиваем немножко руки водой. Для этого мы готовили воду. Тут придется
пошустрить, достаточно быстро это все надо делать. Следить, вот так вот дергаем, и они начинают сами переворачиваться. Но если видим, что неровная форма и шарик не может перевернуться, то помогаем ему, чтобы он не горел. Наверное, надо мне уменьшить на 6. Максимальная на моей плите 9, поэтому ориентируйтесь. Я вот сейчас на 6 поставила, потому что начинает гореть. Оно достаточно уже разогрелось масло и начинает гореть. Не делаем их очень большими, для того, чтобы они успевали пропекаться, прожариваться. Наконец-то я закончила жарить. Запасайтесь терпением. Это действительно очень недолгий процесс. Мои рекомендации — это не сильный огонь, где-то средний, чтобы они успевали внутри пропечься. Не сильно большие делать по той же причине, потому что если больше теста, ему больше надо. Они темнеют, достаточно такие прям хорошо золотистые, почти коричневые, ну, для того, чтобы внутри пропекалось. И совет вот в начале: пожарьте там пару штук и попробуйте именно внутри, чтобы отрегулировать огонь, потому что, ну, будет неприятно, если вы целую гору нажарите, а внутри они окажутся все не прожаренные. Подойдите поближе, покажу, как они внутри. Они абсолютно не жирные, они даже, ну, достаточно сухие. Тут жир не попадает, поэтому если вас беспокоит, что мы во фритюре жарили все это, то не бойтесь, абсолютно никакого жира нет. Он чуть-чуть на корочке остается. И что я вам скажу, это реально вкусно. Этот рецепт, я, кстати, забыла вам сказать, тут творог был безлактозный. Поэтому, если у вас или у ваших детей, знаю, сейчас очень часто ставят такие диагнозы детям и непереносимость лактозы, берите на заметку. Это классное лакомство, дети очень любят, и в таком варианте это реально полезно. Кстати, хочу еще добавить, что изначально было 2 чайные ложки стевии. Я попробовала, было не сладко, ну, абсолютно. Я добавила еще 1 ложку стевии. Спасибо, что досмотрели до конца. Делайте, пишите в комментариях, как у вас получилось. И спасибо за лайки, за просмотр. Пока-пока.